Доброе утро, друзья! Сегодня в Питере прекрасная погода. Сегодня будет плюс 16, хотя еще на днях был 0, и даже -1, и -2. Вот, но сегодня прекрасная погода. Я проснулся и сразу начал слушать рок-музыку и пить пиво. А почему? Потому что сегодня мы поедем покупать новый мотоцикл. Да, и мы поедем на тачке. И нет, вот не на этой тачке. И даже не на этой тачке. Мы поедем... Здорово, Серега. Привет. Доброе утро. Доброе. Он тоже пьет пиво. Вот, мы все пьем пиво. А поедем мы вот на этой тачке, конечно же, друзья. Вот на этой тачке. Кстати, ровно 2 года назад мы вам с Серегой вот прямо на этом месте показывали его мотоцикл. Можете посмотреть. Ну а сейчас нам нужно что сделать, Серега, с тачкой сначала? Нам нужно ее прогреть. Мы ее прогреем и потом поедем в город Пушкин. Тот самый город Пушкин, где жил Александр Сергеевич Пушкин. Серега, давай какое стихотворение Пушкина. Ладно, это мы оставим на потом. Давайте прогревать тачку. Упс. Все отлично, пока тачка прогревается, можно допить пиво. Вот здесь у нас есть договор купли-продажи. Если ты что-то покупаешь или что-то продаешь, то нужно заполнить такой вот договор купли-продажи. И он нужен для того, чтобы потом зарегистрировать машину или мотоцикл в ГАИ. Мой брат как раз недавно продал свой мотоцикл, который был на видео, и решил взять себе другой для того, чтобы ездить здесь где-то по лесам, по каким-то тропинкам, дорожкам. Поэтому мы сейчас хотим поехать и купить такой мотоцикл. Ну что, друзья, мы выехали на КАТ, кольцевая автодорога. Здесь бешеное движение, посмотрите, машины едут очень быстро. И мне, как новичку, требуется все внимание, чтобы... Да просто мы едем очень медленно. 100 миль в час. 100 миль в час. Прибавь газку. Вот, не, на самом деле, да, реально опасная дорога, и я, конечно, так чувствую себя не очень комфортно. А как я себя некомфортно чувствую? Да. Сереге, наверное, еще страшнее. Мы приехали на наше место, где будем покупать мотоцикл. И сейчас ждем продавца. Доехали нормально. Я удивился, насколько Пушкин красивый город. Сейчас мы поедем обратно, и я попрошу, чтобы брат заснял этот город, хотя бы чуть-чуть, чтобы вам показать, потому что я здесь не был очень давно. Вот, и я прям впечатлен, насколько он потрясающий. А тут что-то случилось с машиной. Серега, что такое? Все, бензина нет. Бензина нет. Вот, нет, на самом деле что-то с радиатором в машине. Я думаю, что нужно будет купить новый радиатор. И нужно залить немножко... Как она называется, эта жидкость? Охлаждающая. Охлаждающая жидкость, да, которая находится в системе. Короче, посмотрели мы мод. Серега его на нем прокатился, посмотрел и увидел очень много недочетов. Во-первых, предыдущий хозяин на нем упал, и руль был немножко погнут, да? Ну вот, какие еще косяки были? Согнут руль. Да. Шумит мотор, шумит, не нравится. В моторе какой-то странный звук был. И... Есть ощущение, что цепь моторная, болтается цепь. Угу. Для пробега 600 километров, но это не верится. Либо пробег там открутили. То есть изначально хозяин сказал, что мотоцикл 2 раза прокатился. Ага. Вот. И он нам даже не сказал до этого по звонку по телефону, что на нем падали, что он там что-то отломано. В общем-то, лапка заднего тормоза болтается, все втулки разбиты, резинки
между цилиндром и карбюратором порваны. Ну да, то есть я тоже, когда его увидел на первый взгляд, как бы сразу такое ощущение. На фотке он был красивый, Да, а небрежности. Вот он небрежный. И хозяин не знает об этих всех вещах. Когда я ему стал показывать, он сказал, мне это неинтересно. Это говорит о том, что его отношение к технике, конечно... Ну да, оставляет желать лучшего. Да, вот. Я его просил, когда я ему звонил, я его просил сказать мне, говорю, я знаю эти мотоциклы, я вообще знаю. Расскажите мне сразу, что и как, чтобы я просто так не ездил. Если бы он мне хотя бы сказал, что вот на нем падали, на нем сломали вот это, вот это, вот это. Пластик тоже отломан был кусок. Отломан пластик. Цена этого мотоцикла не сильно отличается от цены нового. А сколько стоит новый? Но новый стоит там этот 75, 25 тысяч разницы. Вот. То есть новый где-то 100 тысяч, этот 75 тысяч, да. Ага. Поэтому вложить еще 20 тысяч в ремонт этого. Ну да, не имеет смысла. Лучше взять новый. Причем понимая, что плохо к нему относились и мотор, возможно, там уже... Ну да, масло черное прям было. Масло такое. черное, его не меняли. Я уверен, что пробег, мне кажется, там не 600 километров. Выдавленное стекло не просто так. Да. Они, вероятно, хотели отмотать через тросик, потому что тросик, спидометр пущен по-другому, неправильно. Его переставляли, видимо, они отматывали. Поэтому враки. Враки. Едем назад, может быть, посмотрим еще один мод. Да, сейчас, может быть, посмотрим. Звоним хозяину другого мотоцикла. Один из таких адекватных вариантов, который там был еще. Добрый день. Я вот вам писал, тут спрашивал про мотоцикл, где находится. Слушайте, скажите вкратце, что там, как? Я просто так, в общем, рыбасы эти знаю хорошо, и было их несколько. Как в состоянии он? Да, нам будет там 20 минут доехать. Хорошо, да, до связи. Ага. Ну чё? Ну, нового он ничего не сказал, все, что как в объявлении, что мотоцикл, в общем-то, вроде как живой. Вот, ездил он на нем мало. Но там сейчас кто-то подъезжает его смотреть уже. Другой человек, да? Да, вот они говорят, вот-вот должны уже через 5 минут подойти. Я вам перезвоню, говорит, в течение получаса скажу, что они там приняли, какое решение. Понятно, то есть ждем и потом... Да, мы сейчас пока из Пушкина будем выбираться, поедем в сторону кольца, кольцевой дороги. Ну давай, поехали. Погнали? Да. Заливаем воду вместо охлаждающей жидкости. Вода наша все. Да, вода это жизнь. Как говорили наши прадеды, без воды ни туды, ни сюды. Это точно. И не туды, и не сюды. В общем, мы решили заехать в магазин и посмотреть новый мотоцикл, потому что разница где-то в 20 тысяч рублей. Это не так много. Но мы хотим посмотреть новый мотоцикл. Там немножко другая модель, но в любом случае новый лучше, чем тот, который был в таком ужасном состоянии. Вот, магазин находится вот там, но проблема в том, что сейчас карантин, да, и поэтому туда пускают по одному человеку, и сейчас вот здесь, видите, очередь. Вот наша машина, вот еще 2 машины. Нам нужно немножко подождать, и мы сможем зайти. Жестче. То есть мотоцикл это больше... сам по себе гораздо жестче. То есть это больше как раз ТТР по-простому, без балансирного вала, как он идет. Все относительно. Ну, за счет того, что он мягче, он чуть ниже еще проседал. Это вот второй вариант. Но он подороже. 122 тысячи. Это все неповоротный, конечно, на лес. Искать тех, кто занимается. Хотя жесткая. Жесткая седуха? Она шире, но жесткая. Ну там сядь, посмотри. Серега говорит, что здесь узкое седло. Здесь оно достаточно узкое, поэтому... В общем, не знаю, я чувствую себя нормально на этом сиденье. Но у меня, может быть, жопа не такая большая. Не знаю, я комфортно себя чувствую. Но мне, видишь, не с чем сравнивать. Я не катался на... Ну, в принципе, для одного нормально по сидению. Я так со стороны вижу, все, в принципе, гармонично.
Ну что, мы посмотрели 2 мото, и один из них нам понравился, это Минск. Минск — это вообще старый советский мотоцикл, который был... Белоруссия делала. Да, который делала Белоруссия. И сейчас тоже Белоруссия делает такие вот новые Мински, но, правда... Собирают из китайских комплектующих, китайских моторов, да. Да, то есть все китайское, в Беларуси только его собирают. Но в любом случае он достаточно такой, как бы ты его описал? Ну, плотный, сбитый, крепкий вроде, посмотрим. Крепкий, да, крепкий такой вот, нормальный такой мод вот, для покатушек по лесам. Но, если оплатить банковской картой, то будет 7% комиссия. 7%, Карл! 7%! Поэтому нам нужно сейчас поехать найти банкомат и снять наличку. Потому что за наличку дешевле получается. Вот. Едем грабить банк. Едем грабить банк, да. Маски есть. Да. Вот снимаем деньги в банкомате, чтобы была наличка. В общем, деньги мы сняли, наличка есть. Теперь главный вопрос. Как мотоцикл вывести оттуда? Заказать доставку, ну, вернее, нужно заказывать какую-то транспортную компанию, которая на грузовике перевезет этот мотоцикл, либо второй вариант. Не, да поедем сами, тут недалеко, да. Что тут? 300 миль не круг. У меня в бардачке всегда на такой случай есть специальные мотоциклетные перчатки. Вот. А еще при покупке этого мотоцикла, что в подарок дают, Серега? Дают шлем. Дают шлем, да, он очень надежный, очень хороший, но, по крайней мере, это шлем. Так что мы подумали и решили, что Серега поедет. Я хотел вообще поехать, но Серега мне не даст первый раз поехать на его мотоцикле, поэтому... Мне жалко его. Угу. Да, и вообще я жмот. Все, не смотрите больше. Мы сейчас оформляем мотоцикл, вот он, и уже нашли несколько косяков. Пока мы снимали пленку с поворотников, то мы обнаружили, что здесь вот эта пластиковая часть у поворотника, она сломана. Вот. И буквально только что в самом конце мы заметили, что вот здесь крыло, в общем, здесь трещина, большая-большая трещина. И вот он шатается. Сейчас тоже будут менять. Еще был косяк вот с этим куском пластика. Вот здесь была такая большая царапина. Вот такая, даже не царапина, а потертость такая большая. Вот. И вот пластик заменили. Вот здесь этот пластик тоже заменили. И сейчас будут менять крыло. Вот. А мы пока ждем и ждем. Ой, Макс, я хочу есть. О, KFC, поехали. О, поехали. Держи. Так, ручник, первое. Все, едем. Да, мы решили, короче, мы нашли косяк, как я говорил, там проблема с крылом. И пока его меняют, мы решили съездить поесть, потому что это будет длиться час. Целый час там будут менять это крыло. Вот, и мы решили поехать в KFC, несмотря на то, что мы не любим это место и вообще фастфуд, но сейчас такая ситуация, что, мне кажется, в KFC лучшие санитарные нормы, они лучше, чем в каких-то таких маленьких столовых или маленьких кафе, поэтому мы решили все-таки заказать еду в KFC, вот, ну, сейчас посмотрим. Проси картой оплата. Здравствуйте, карта и оплата. Делюкс, боксмастер, картошка и... Да, ага, по карточке. Еда. Так, осторожно, дети. Я вижу. Налево, да. Это боксмастер, а у тебя что такое, твистер? Твистер, что-то какие-то маленькие порции. Все-таки я предпочитаю любимую восточную шаверму, где за 150 рублей ты покупаешь такую огромную шавуху и ее трескаешь. Вот это вкусно. А это какие-то маленькие порции.
Но у нас еще есть ведро картошки. Ну, еще слабо такая, безвкусная. Безвкусная? Да. Вот мы и приобрели мод. Серега, ты доволен? А посмотрим, как пойдет. Ну да, посмотрим, как пойдет. Мне кажется, это лучший вариант, по крайней мере, из всего того, что мы видели. Сейчас Серега поедет на нем домой, но сначала нужно его экипировать. Ну все, мы готовы. Теперь сейчас мы экипируем Серегу. Вот у него есть такая супер бронежилет. Лучше для мужчины нет. Что еще? Значит, еще есть перчатки. И супер шлем. Шлем прям очень надежный. Покажи, Серега, как он. Как его можно... Вот. Вот это супер шлем. Этот шлем дали бесплатно. Но, честно говоря, он абсолютно бесполезный. Да и выглядит, честно говоря, он абсолютно отстойно. Король Севера! Ну и, конечно же, мотоперчатки. Нищеброд комплект готов. Да. Комплект нищеброда. Ну ничего, нормально. Короче, проехали мы, 5 километров и увидели, что шатается заднее крыло. Оказывается, вот там есть две гайки, и они были не закручены. То есть, либо чувак их плохо закрутил, либо он не закрутил их вообще. Поэтому нам пришлось остановиться сейчас, немножко дать мотоциклу остыть, потому что он очень нагрелся. Вот, и сейчас пытаемся скрутить какие-то две гайки из другого места и прикрутить туда, чтобы крыло держалось, чтобы оно не болталось. Это лол. Мы приехали домой, мы немножко запарились. Ты как себя чувствуешь, Серега? Нормально. Да, Серега ехал со скоростью 50 км в час. Сколько ты проехал? Сколько я проехал? Да, кстати, можно посмотреть по спидометру. Есть такой вот. 36 километров. 36 километров, да. 36 километров со скоростью 40 километров в час. Это, почти час с остановками. Почти час мы ехали, но зато мы купили мод, и это клево. Так что теперь мы будем кататься. Я думаю, что куда мы поедем, Серега, с тобой? В обозримом будущем. На Ладогу, на Ладожское озеро мы поедем. Это здесь не очень далеко, 50 километров. Так что я думаю, что ждите оттуда влога, друзья. Давайте, счастливо, до встречи в следующем видео.